Я отношусь к тому, что все-таки entertainment умирает вместе с едой, а игры это все-таки самый дешевый вид развлечения, который есть в мире. Мы оцениваем так, что продукты, которые мы разрабатываем для мобильного рынка, от 1 до 3 миллионов долларов. Игры это тот рынок, в котором важно, чтобы горели глаза, был интерес к разработке игр. В России особо нет игровой индустрии. И поэтому мы себя рассматриваем как тот фонд и ту инфраструктуру, ту экосистему, куда люди могут прийти за возможностью стать следующим Пиксоником, Playrix или Blizzard. Илья, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в MyGames, какие задачи решаешь сейчас? Занимаюсь инвестициями, стратегическим развитием MyGames, решаю задачи роста компании. А что такое стратегическое развитие пары прям момент, чтобы было понимание? Стратегическое развитие – это вопрос определения, куда в будущем мы хотим двигаться с точки зрения как новых проектов, сервисов, Мгм. рынков, любых больших идей. Тогда вернемся немножко к тактическим задачам, исходя из стратегии. Вот если я разработчик и хочу запичить игру, наверное, в какой момент мне нужно к тебе обратиться, то есть когда игра уже перформит или она на стадии прототипирования, чтобы ты обратил на меня внимание? Ну, на самом деле, в любой момент можно обратиться, даже на стадии, когда еще нет ничего. Если есть здравая идея и хорошая команда, Мгм. то уже можно обращаться. Дальше все зависит от того, насколько команда в состоянии донести свою мысль, Мгм. то, как она будет делать продукт, как она будет его реализовывать, как она будет работать с аудиторией. Ну, и дальше все зависит от умения команды себя преподнести или подготовить, условно говоря, прототип, который может быть хоть на бумаге, хоть в виде видео или рассказанный на пальцах. А команда есть какое-то ограничение? Это может быть один разработчик, то есть вот ну, у меня есть Не, там. ну один разработчик вряд ли, давай так, мы же не инди-паблишер, и чаще всего мы даже не паблишер, мы больше занимаемся именно инвестициями в команды и формирование такой партнерской сети. Мгм. В этой части для нас все-таки важно понимать, что команда или у людей, которые стоят в основе команды, есть понимание того, как сделать продукт. А в одно лицо сделать продукт в современных играх почти уже невозможно. Да? То есть все равно это команда, которая разрастается даже в мобайле там, до 10, 15, 20 человек. И, соответственно, чаще всего это все равно команда фаундеров, там, не знаю, 2-3 человека, которые приходят с пониманием того, как они будут делать игру. Это очень редко так, чтобы кто-то один пришел и прямо был в состоянии рассказать, как он будет создавать продукт. Если мы говорим о фаундерах, у тебя есть какие-то, может быть, специальные требования или вопросы, на которые ты обращаешь? Там, может быть, успешные проекты, или это могут быть непрофильные фаундеры из других сфер, которые Да решили. не, ну могут быть непрофильные фаундеры. Знаешь, как это у нас за последнее время есть, ну, есть примеры разных компаний, которые мы уже консолидировали и анонсировали. Есть там, не знаю, PanzerDoc, у которого было за плечами много опыта, у там фаундеров, которые стояли в основе компании. И, в принципе, их там достаточно много. И это команда, в которой много совладельцев и акционеров, которые все вместе работают в компании. Есть пример Coinswag Маши, где из 3 фаундеров двое, в принципе, не работали до этого в игровой индустрии. И это совершенно другой пример. И одни приходили с готовым прототипом, например, и уже с инвестициями, полученных до этого от другого фонда, а другие приходили просто с наработками и пониманием того, как они хотят сделать продукт. И те, и другие стали успешными компаниями, которые мы уже консолидировали внутрь. Для нас это и есть критерий успеха, что они уже зарабатывают много денег, Мгм. растут, у них сформировались команды, они все были в разных стадиях. Есть команда там типа BitGames, которые к моменту, когда пришли к нам, уже на рынке существовали больше 10 лет. Ну, то есть как бы и у них были разные времена, и хорошие, и плохие, и сейчас они развиваются. Поэтому я бы сказал, что игры это тот рынок, в котором важно, чтобы горели глаза, был интерес к разработке игр, был интерес и играть в игры, и понимание, да, бесспорно того, как делаются сложные программные продукты. Ну, назови как угодно иначе. Мгм. Потому что вопрос не только идеи, вопрос в том, как сделать качественный экзекьюшн и как правильно построить команду. Ну, это вот лично от меня вопрос, не только, я вот собрал вопросы от своих клиентов, которые небольшие команды, и от журналистов, и вот мой личный вопрос. Вот смотри, вот как понять, когда наступил тот момент, когда инвестиции уже нужны, и тебе их могут дать? Сейчас объясню вводную. То есть есть такой момент, когда вот у меня там был один из проектов, который еще не перформил, но уже была команда и уже была бизнес-модель. И мне нужны были деньги. Мне большинство инвесторов, там и российских, и нероссийских, европейских, в первую очередь, говорили: покажи нам трекшн, тогда мы тебе деньги дадим. Я говорю: какой трекшн нужно показать? Ну, они мне, к примеру, говорят, там, если ты сделаешь $20 000,
и они будут расти там, то мы тебе там дадим столько, сколько ты просишь. Я говорю, если я буду такой трекшн показывать, ребят, мне вот такой размер инвестиций не нужен. Вот может быть, какие признаки того, что уже пора идти за инвестициями, их могут дать, ты бы назвал именно в контексте игровой индустрии? Не, ну давай так. И давай не в контексте игровой Да, индустрии, а в контексте той философии, которую мы строим, давай. которая Да, мне нравится и которую я там активный идеолог. да. Момент первый. Мы же говорим все-таки не про сервисы в основной массе, а про продукты. Даже если про сервисы вокруг, говорю, такой же подход абсолютно. Соответственно, мы понимаем, когда видим команду, что она может сделать, исходя из ее предыдущего опыта. Или исходя из ее идей, насколько горят глаза и готовы там рискнуть. Соответственно, бесспорно, нам может быть не быть ничего, никакого еще трекшена. Есть там, не знаю, 5 человек, они еще компьютеры себе не купили, сидят по домам. Мгм. Но если идея правильная, можно с ними уже дальше куда-то двигаться. Соответственно, можно купить компьютеры, арендовать офис и дальше смотреть по этапам, как в любой разработке, проходят они сквозь них или нет. Бесспорно, в этом случае, когда мы применяем там, практику конвертируемых займов или разного типа контрактов, Мгм. то команда развивается, она, в принципе, может не пройти по каким-то условиям дальше определенного этапа. И мы можем сказать, что с нас хватит, дальше мы не хотим, Мгм. потому что у вас там не получается. Нет вот трекшена, о котором говоришь, и так далее. Но мы же знаем, какой риск мы несли в этот момент. Соответственно, в этом случае то есть, так, у нас пока не было таких прямо кейсов, когда на стадии разработки мы бы закрывали пока проекты, имеется в виду инвестиционные, внутри мы их часто закрываем, сильно чаще, чем снаружи. Но в этом случае, да, мы можем сказать, что мы не готовы дальше продолжать, продолжайте без нас, если хотите, по каким-то причинам, неважно. Нам не нравится, что происходит, мы не верим в результат и так далее. Или, например, нас команда не готова слушать, когда у него что-то не получается, а мы готовы, там, не знаю, подсказывать. Если мы не понимаем, как эту ситуацию улучшить, мы можем отойти в сторону. Мгм. И, в принципе, перестать быть там стратегическим партнером без всяких проблем. Ну, то есть для нас трекшн, он не настолько важен, потому что у нас продукт, да, в играх, в первую очередь, это продуктовый бизнес. Мгм. У него нет истории, в которой мне нужно показывать постоянный трекшн. Ты выпускаешь игру, да, с момента выпуска ты показываешь KPI. У тебя есть рост аудитории, у тебя есть, там, не знаю, CPI, у тебя есть там retention и куча метрик, которые определяют, продукт либо развивается, либо нет. Мгм. И исходя из этих метрик, ты принимаешь решение. В принципе, начиная с MVP-стадии. Но Мгм. до MVP-стадии мы точно так же финансируем историю. Мы понимаем, что если MVP стоит, там, не знаю, $500 тысяч, то надо потратить $500 тысяч. Просить метрики до MVP-стадии бессмысленно. А когда уже есть MVP или там vertical slice, да, или first playable, все по-разному называют, разных Мгм. издателей. С этого момента бесспорно можно смотреть метрики. Но опять же, в зависимости от платформы. Есть мобайл, где ты можешь сразу смотреть какие-то живые метрики, есть PC-консоли, где иногда ты не можешь смотреть метрики до там, CBT. И дальше ты смотришь на фокус-групп и принимаешь решение. Слушай, а можешь тогда диапазон сумм рассказать? Вот максимальная сумма вложений, с которой, если это возможно, там, в интервью сказать, сколько вы вкладывали там совокупно в один проект в течение там года? Не, ну слушай, у нас нет понятия совокупно в один проект в течение года, это будет звучать странно. Да? Мы оцениваем так, что продукты, которые мы разрабатываем для мобильного рынка, в среднем обходятся нам от 1 до 3 миллионов долларов до момента запуска их там, в soft launch или в global launch по-разному. Это сильно зависит от места, от региона, где разрабатывается продукт, это сильно зависит от жанра продукта, от большого количества факторов. Мгм. Но, скажем, продукты, ну, то есть, на самом деле, это там усредненные, но есть продукты, которые можно сделать и за 200 тысяч, и за там 100, да, и в hyper casual ты можешь делать игры там, ценой по 10 тысяч долларов. Есть вопрос, что тебе для того, чтобы бизнес завести, нужно делать этих игр там, 20, 30, 40, 50 штук. Мгм. Это вопрос не конкретной игры, а на там, PC-консолях средняя стоимость разработки будет, там, не знаю, от 3 миллионов и выше. И, в принципе, дальше до бесконечности. А у тебя есть приоритеты какие-то по платформам, по жанрам, во что бы, ну, какие-то твои в рамках философии, что более приоритетно, что менее? Или фокус все-таки на команду, а не на... Ну, нет, я бы сказал, что... Не, ну фокус на команду, да. Давай так, с этого начнем. Мгм. Скорее, больше сделок всегда проходит в современном мире в мобайле, просто потому что на мобильную платформу легче выйти. Там сама структура бизнеса подразумевает под собой создание большего количества команд, потому что ты сам и разрабатываешь, чаще всего сам оперируешь. И это небольшие команды, там, 10, 20, 30 человек. Если говорить PC-консоли, их просто меньше, только потому что разработка сложнее, больше. И со всеми вытекающими, да, и последствиями. Но интересна и та, и другая. Просто потому, что у них разная структура бизнеса, доходы и всего остального. Если смотреть долгосрочно, то интересны те, кто могут делать универсальные проекты, которые доступны на всех платформах. Мгм. Потому что все равно все постепенно туда ползет.
Так же, как Apple и Google хотят, чтобы на мобильных телефонах были игры консольного качества, так и платформ, ну, то есть и Microsoft, Sony, Nintendo хотят, чтобы топовые игры, которые супер зарабатывают на мобайле, каким-то образом появлялись у них на платформе. Да. Слушай, если говорить про платформы, можешь рассказать о платформе MyGames? Ты вот курируешь ее вопросы, там как раз, как я понимаю, платформа как раз отвечающая за то, что там игры могут быть на разных девайсах, как я правильно понял. Ну, нет, но игры не на разных все-таки девайсах. У нас в первую очередь, если говорить про наш стор, это Мгм. все-таки стор. То, что видно на самом сайте MyGames, Мгм. просто потому что мы издаем игры сами и на мобильных платформах. Но А если говорить платформа, конкретно про магазин, да. то магазин в первую очередь оперирует, ну, через него можно издавать игры для PC-платформ. Мгм. Да, бесспорно, там могут продаваться ключи от других платформ, в том числе от консольных. Но и мы пытаемся создавать максимально универсальное решение для геймеров, куда человек может прийти и купить любую игру. Мгм. Там, не знаю, поиграть в любую игру. Дальше весь вопрос, насколько мы можем договориться с нашими партнерами и конкурентами, для того, чтобы они издавались, в том числе на там, My Game Story. Но в первую очередь это пока PC-платформы. Мгм. И пока для нас эта история в том, как на базе своих игр отстроить такую инфраструктуру, которая будет востребована другими разработчиками. И мы постепенно ее развиваем, создаем не только платформу дистрибуции, но у нас в рамках MyGames Store есть и платформа LootDog, на которой, может быть, пользователи могут торговать с друг другом. Мгм. Мы активно помогаем и взаимодействуем с платформой, например, там Overgear, которая занимается, в принципе, тоже взаимодействием между пользователями и организацией продажи там айтемов, оказанием услуг в рамках игр, коучингу и всего остального. Единственное ограничение, которое в нашем случае есть, мы занимаемся только абсолютно прозрачными проектами, там, где все можно делать с разрешения разработчиков, которые должны сами приходить к нам на платформу и вставать. В первую очередь там сейчас присутствуют те игры, которые мы сами оперируем, или те партнеры, с которыми у нас заключены контракты. И да, мы развиваем их. Пока она небольшая, в основном существует на российском рынке. Мгм. Сейчас мы ее выдвинули в Европу и хотим, чтобы она стала глобальной. Ну, как любой инфраструктурный проект, просто это процесс не быстрый. Я так понимаю, тут нету эксклюзивности, то есть разработчик может на Steam выложить свою игру и на вашей платформе. То есть Но вы... мы же не Steam, как бы, давайте честно смотреть на вещи. Будь у нас свой Fortnite уже, мы бы как Epic сказали, хотим, чтобы все к нам приходили эксклюзивно. Да, будь мы Valve, у которого есть Half-Life, Counter-Strike и Dota, и потом уже Steam, ну, наверное, так же сказали. Но пока мы находимся в стадии развития. Поэтому в этой части мы как раз хотим быть, знаешь, такой платформой для early access, по большому счету. Мы вот начинаем потихонечку себя презентовать. Ну, потому что прежде чем выйти на Steam или на Epic Store, особенно для инди-девелоперов, они сюда выходят, получают негативные рейтинги, их очень сложно исправить. Мгм. И тебе приходится работать с комьюнити, тратить больше средств, ресурсов и так далее. В случае, если ты выходишь на небольших платформах, таких как наша пока, то ты можешь больше экспериментировать. И мы это понимаем, поэтому мы хотим в первую очередь, скажем так, у нас будут сейчас анонсированы некоторые уникальные преимущества по отношению там, к Epic Store и к Steam, Мгм. которые мы хотим давать девелоперам, которые будут использовать нашу платформу. Мы все-таки нашли пару, я надеюсь, USP, которые будут востребованы рынком. Но из такого просто Tier 1 фичи, что называется, хочется сказать, что мы можем отлично подходить как платформа для там, не знаю, старта продукта. Знаешь, как мы тестируем же мобильные игры, выходя где-нибудь в Софт-ланч. Канаде, Швеции, на небольших рынках, прежде чем выходить на глобальные рынки. Также и здесь девелоперы могут приходить к нам на платформу и тестировать свои игры. У нас не такая маленькая аудитория на платформе, но она пока не глобальная, да, и тестировать свои продукты. То есть, условно, у нас на платформе больше нескольких десятков миллионов зарегистрированных пользователей. И реально несколько миллионов DAO, которые ежедневно пользуются разными сервисами платформ. Круто. И это живая аудитория, да, со своими отдельными каналами, например, там, не знаю, продвижение игр. У нас есть в рамках своего лончера различные типы алертов, взаимодействия с пользователями и так далее. Круто. Слушай, если вот вернуться к вопросу инвестиций, ты упомянул фразу «конвертируемый займ». Можешь подробно рассказать? Потому что я вот картинку не уловил для себя. Как работает эта механика? Слушай, конвертируемый займ – это механизм, который принят во всем мире, когда ты не можешь точно определить размер изначальной инвестиции Мгм. и доли, которую получает инвестор, ты привязываешься к определенным параметрам.
И, собственно говоря, сама сумма конвертируется в момент определенного ивента, который наступает. В нашем случае мы привязываемся к событиям либо к моменту Global Launch, либо к моменту через, там, не знаю, 12 месяцев после Global Launch. Потому что у нас структурированные достаточно сложные сделки с первого дня, которые под собой подразумевают как венчурную составляющую, так и стратегическую составляющую. Поэтому, наверное, в Convertible Loan не надо смотреть на слово займ, потому что это не займ, где надо деньги возвращать. Это условия, при которых сумма нашей доли будет определена на момент запуска продукта. Если вдруг студия не воспользуется всем объемом финансирования, в этом случае мы получим меньшую долю. Если она воспользуется большим объемом финансирования, мы можем получить большего размера доли, чем изначально обговаривали. Но все это обговорено изначально, и исходя из этого уже будет зафиксирована какая-то финальная цифра. То есть, в принципе, все коридоры прописываются заранее. Эти механизмы активно применяются в долине и во всем мире, которые позволяют более комфортно и для инвестора, и для фаундера договариваться о том, как будет выглядеть конфигурация бизнеса, когда продукты будут запущены. А если брать комплайнс, то есть я как команда могу прийти к тебе как команда, или мне нужно иметь ООО там, или где-то за рубежом открыть? Не, можешь прийти как команда, мы, наоборот, помогаем всем своим командам правильно структурировать их бизнес для того, чтобы бизнес международный, чтобы учитывать все особенности законодательства, там, не знаю, Европы, Америки, Азии. И исходя из того, где команда в реальности базируется, можно принять решение, где ей выгодно регистрироваться. С точки зрения того, что им предстоит работать Мгм. на международном рынке. Ну, знаешь, в России особо нет игровой индустрии, только потому что есть специфика международных платежей, и поэтому в России, например, компаний практически нет. Из-за того, что невозможно покупать рекламу и засчитывать НДС. То, что происходит, например, в Европе. Поэтому большинство российских фаундеров создают компании за пределами России операционные. Не потому, что они не хотят создавать бизнес в России, у них есть бизнес в России. И команды сидят в России. Но в связи с особенностями законодательства, которые не настолько ориентированы на международный рынок, они вынуждены регистрироваться в части других юрисдикций. Это не только России касается, некоторых других стран также. Это мы оставляем, это можно в эфир отдавать информацию? Да, можно, я везде говорю, что так переживаешь. Ну, то есть Я- смысл в том, что это правда, и даже давай так, общаясь с государственными различными органами, которые хотят каким-то способом помогать игровой индустрии, одно из первых условий — решите проблему того, как считать НДС, потому что я не могу. Вы все смотрите исключительно на то, как зарабатывает индустрия внутри России. Но невозможно зарабатывать внутри России и оставаться игровой компанией. Это рынок очень маленький, если его сравнивать с международным. Если ты хочешь как-то отбивать стоимость разработки, тебе нужно издавать игры на международных платформах. Если ты издаешь там игры, ты и покупаешь рекламу на международных платформах. А дальше ты сталкиваешься с как-то особенностями российского законодательства, которые всегда связаны с валютным контролем, что создает проблемы для компании, которая работает с огромным количеством стран, например. Да? С невозможностью оплачивать рекламу на Фейсбуке. Опять же, по причине того, что ты можешь за нее заплатить без проблем, просто она будет стоить на 20% дороже, чем если ты за нее заплатишь там, из европейского юрлица. Вся разница только в этом. При этом, с другой стороны, Россия поддерживает внутри разработчиков, и есть различные льготы от Минкомсвязи, которые позволяют платить там, сниженный ЕСН. Мгм. Но все эти льготы выглядят и ориентированы в первую очередь на компании, которые создают продукт и зарабатывают внутри страны. А игровая индустрия отличается тем, что она создает продукты внутри страны, а зарабатывает за пределами страны. И она не может платить налоги два раза, да, условно говоря, заплатить их и в Европе, и в России. Она в этом случае становится, и в этом случае российские компании, например, будут неконкурентно способны по отношению к любым своим собратьям из других стран. Поэтому они ищут способы того, чтобы быть международной компанией в первую очередь. Мгм. Поэтому и просто игры — это одна из тех индустрий, которые абсолютно международные. И как раз игровая индустрия не может существовать в рамках одной страны. Там исключением является Китай из-за огромного рынка, там, не знаю, и Америка, потому что просто рынок большой, хотя там нет никаких границ. Мгм. Но если ты находишься не в Америке, не в Китае, хорошо, не в Японии, даже Южная Корея уже перестала быть достаточным рынком для того, чтобы выживать. Да? Там выживает 5 просто топовых компаний, а все остальные не в состоянии за счет локального рынка как-то существовать. Ты должен работать на международном рынке. Соответственно, все игровые компании должны быть структурированы с особенностями того, что им предстоит работать с абсолютно разными заказчиками, разными платформами дистрибуции по всему миру. В общем, если нет опыта создания компании, лучше идти к вам. Я просто сейчас ты уже говоришь, и мне действительно
Вот продуктовых нет игровых компаний опыта, и мне сразу стало больно, потому что валютный контроль, я по себе, как сервисная компания, знаю, какая это боль. Я там первый раз в неделю списывал деньги, которые пришли на валютный счет, 20 попыток было, это жесть. Да. А тем более много стран, много транзакций, да. Если возвращаться к презентации, вот пришел к тебе разработчик, можешь определить какие-то там ключевые 3-5 моментов, что он должен указать в презентации, что точно должно быть там? Не, Или ну смотри, в презентации или там его питче как бы достаточно стандартный набор условий. У тебя должны быть определенные идеи, предпосылки к этой идее, способ ее реализации. Очень важная часть, если мы говорим про игровые продукты или сервисы, это умение работать с аудиторией, то есть понимание, на какую аудиторию этот продукт будет ориентирован, иначе это вообще бессмысленно. Мгм. И, собственно говоря, понимание стоимости разработки и всех особенностей. Ну, давай так, есть классический подход к любым абсолютно сервисам, любым презентациям. В играх ничем не отличается. Нужно презентовать идею, команду, способ реализации продукта, то, как этот продукт будет зарабатывать, почему он будет зарабатывать, почему этой аудитории этот продукт нужен. Собственно говоря, на этом все, наверное. Есть какие-то моменты, которые лучше вообще не поднимать на презентации на вход? Там стоп-слова. Да нет, я бы сказал. Ну, то есть, такого вряд ли есть. Окей. Ну, то есть, на самом деле, это же вопрос игр. Если ты совсем не понимаешь в играх, я говорю, в этом случае не надо, наверное, приходить, стоит сначала, не знаю, поработать где-нибудь в команде, которая хочет создавать игровой продукт. Игры все-таки достаточно сложный продукт, прямо очень сложный продукт с точки зрения разработки, в сравнении с любыми сервисами неигровыми, потому что здесь задействовано сильно больше профессий и специальностей. И бесспорно можно обладать супер идеей, но даже наблюдая за тем, как приходят иногда инди-команды, которые хотят что-то создавать, всегда лучше поработать немножко в любой абсолютно игровой компании, чтобы хоть понять, хоть как этот рынок устроен. Сейчас не хочу упоминать команды, но знаешь, как это очень часто в России все приходят с историей, мы хотим делать там, не знаю, игры про российские былины или прочее. Начиная еще с Невала это было. Мгм. Есть одна проблема, нельзя делать игры про российские былины. Хотите делать что-то про былины, вы хотя бы делаете их, там, не знаю, про восточноевропейские. Но тогда на порядок больше потенциальных клиентов, стран, аудитории и всего остального. Россия прекрасный кусок европейской культуры. Не надо пытаться ее как бы особо выделять. И поработав немного в любой игровой компании, все начнут понимать, что рынок, он международный. Мгм. Чтобы продавать игры на международном рынке, нужно учитывать интересы большого количества стран. Да, это только в Китае можно делать всю жизнь игры про, там, не знаю, 3 царства, и они будут пользоваться спросом, потому что это большой кусок их тоже истории, но там 1,5 миллиарда жителей, огромная экономика, и, наверное, можно делать так. В принципе, больше они никому особо не нужны будут игры в других странах, Мгм. но там можно. В России, например, вряд ли. А у вас есть опыт, когда вот я сейчас наблюдаю с учетом текущей ситуации, которая происходит, что есть у многих людей, у которых есть деньги, они не знают, куда вкладывать. Вот, например, если у меня какая-то сумма, ну, сейчас не буду конкретизировать, от 100 тысяч, возможно, до миллиона долларов, я могу к вам прийти и сказать: слушайте, помогите мне вложить эти деньги, и где вы будете выступать своим инвестором, как вот это делает, и делал, по крайней мере, пытался делать Фонд развития интернета инициатив Free. Мы придерживаемся того, что мы все-таки корпоративный фонд, Мгм. бесспорно, мы не оформляем это в какую-то пока там структуру, LP и прочее, но в наших сделках присутствуют третьи инвесторы, Мгм. и, в принципе, мы на это смотрим больше даже позитивно, но, опять же, мы смотрим на того, откуда деньги идут и кто эти люди. Ну, то есть, условно говоря, просто так деньги с рынка мы брать не будем. Если это все-таки фонды, либо это, там, не знаю, фаундеры одних из наших компаний, которые хотят дальше инвестировать в игровой бизнес, Мгм. мы это смотрим, наоборот, позитивно, потому что таким образом мы развиваем и расширяем, по сути, свой нетворк и свое взаимодействие. Плюс, бесспорно, мы не против, что если фаундеры наших же компаний куда-то вкладывают вместе с нами в игры, в этом случае мы все продолжаем находиться в одной лодке и нормально к этому абсолютно относимся. Ну, устойчивость больше, по крайней мере, я вот со стороны фаундеров так бы видел. Если бы я был фаундером, у меня были бы деньги, мне было бы спокойнее, что я, будучи своей собственной независимой лодкой, у меня еще есть рядом фрегат, который, если что, меня прикроет. Не, но бесспорно, когда мы работаем особенно с своими фаундерами, у них есть всякие non-compete и non-solicitation, при которых они ограничены в каких-то возможностях работать частично с нами, да, как со стратегом. Но, собственно говоря, для того, чтобы мы все дальше могли развиваться и создавать дальше
новые структуры бизнеса и вообще быть впереди планеты всей, мы бесспорно пытаемся создавать и даем возможность людям вместе с нами как инвестировать, так и, собственно говоря, ты же понимаешь, да, точно так же, как в долине. Если фаундер был счастлив при работе с нами как с инвестором, дальше как с партнером, а в будущем как, там, не знаю, с управляющим его же деньгами, то он расскажет другим фаундерам, и они выберут скорее работать с нами, нежели чем там с кем-то еще. Мгм. И для нас это тоже важная составляющая нашей партнерской сети и, по сути, а, той сети, которую мы создаем, да, и той философии, которую мы пытаемся представить на рынок. Потому что для нас именно эта часть важна. Мы пытаемся строить компанию, которая будет конкурировать и конкурирует уже, да, с Activision, с Playrix, не по принципу, что мы хотим построить еще, там, не знаю, одного издателя и сосредоточиться только там на 3-5 франшизах. Мы все-таки изначально выбрали модель, когда мы строим партнерский бизнес, в рамках которого есть большое количество студий. У каждой из этих студий есть возможность стать следующим Pixonic, Playrix, не знаю, Blizzard. Мы для этого им даем все возможности. Не, но мы пытаемся создать инструменты, которые дают все возможности фаундерам Мгм. существовать в рамках нашей экосистемы. Мгм. Там, где не мы пытаемся построить одну компанию, MyGames, а в рамках компании MyGames мы пытаемся построить много MyGames слэш Pixonic, ATT, Норды, PanzerDog, Swagmasha и так далее, где каждая из этих компаний может стать будущим Playrix, Blizzard и воспользоваться всей инфраструктурой, которую мы им предоставляем. Собственно говоря, в рамках всей этой инфраструктуры мы пытаемся создать такую уникальную экосистему для наших партнеров, друзей, в рамках которых они смогут как создавать бизнесы, так и инвестировать в них и развиваться. А как ты считаешь, вообще пирога хватит на всех? Потому что я вот смотрю, Европа начинает консолидироваться, тоже там появляются свои хабы. То есть так вот, я раньше думал, что европейский рынок сильно пестрый, и начиная прорабатывать сделки, я понимаю, что вот эта компания является частью вот этой, там, условно. Не, ну слушай, ну давай так. Это же, как в любой большой крупной индустрии, абсолютно не секрет, что, там, не знаю, топ-20 компаний генерят 90% всей выручки, которая есть в игровой индустрии. Да, компании, там, не знаю, под 10 тысяч, наверное. Соответственно, все остальные зарабатывают на оставшихся 10%. Смысл в том, что компании, как только добираются до верхушки пирамиды, бесспорно начинают активно развиваться, так же, как это делаем мы, Playrix, если брать из там, выходцев с постсоветского пространства, Wargaming, все пытаются активно развиваться не только за счет своих продуктов, но и активно вести M&A политику. Мгм. Каждый со своей философией, своим подходом, но именно это позволяет компаниям консолидировать рынок. Условно говоря, консолидировать его полностью в играх, так же, как и в кино, мне кажется, в любых творческих индустриях это сложно, потому что всегда есть возможность создать что-то простое и уникальное, что неожиданно выстрелит и может заработать $1 миллиард. Да, и ты сразу же попадешь, минуя много ступеней, в А, топ-50 компаний. Да, ну, то есть, как бы, такая опция есть всегда. В нашей индустрии она по-прежнему существует. Поэтому, то, что рынок находится все время в стадии разного там процесса консолидации, ну, у нас есть один в мире консолидатор, вот сверхэффективный, называется Tencent, он прямо безостановочно везде пытается участвовать. Да, сейчас есть в Европе, есть Embracer Group, который тоже очень крупный и активно скупает активы. Да. Но, с другой стороны, игровой рынок по-прежнему пока находится в стадии активного роста, соответственно, там по-прежнему есть еще место как для новых игроков, так и есть куда развиваться старым. а как ты видишь, какие сейчас возможности и риски несет вот это изменение? Сейчас не будем говорить о том, что есть, это уже и так много сказано. С точки зрения бизнеса, ты видишь больше возможностей или каких? Или все-таки будет такой момент, когда людям даже будет за игры они не смогут платить? Как ты видишь в горизонте 1 года дальше? Или да, и так, полгода? Как? Не, ну давай так, я отношусь к тому, что все-таки интертеймент умирает вместе с едой, а игры это все-таки самый дешевый вид развлечения, который есть в мире. Он все-таки дешевле, чем кино, он в целом дешевле даже, чем книжки. Но с учетом особенностей еще фри-то-плея и кучи промоушенов и количества времени, которое ты приобретаешь интертеймента, даже за те же $60 на консолях, то я по-прежнему считаю, что игры это самый дешевый вид развлечений в мире. У этого вида развлечений по-прежнему есть большой потенциал. Не только с точки зрения того, что те, кто уже играют, будут играть еще больше, потому что когда у тебя откладываются релизы фильмов,
Мгм. И там, не знаю, продажи, все, что связано с оффлайном, пытается перестроиться и так далее. Помимо этого появляется огромное количество, в том числе новой аудитории, ну и будет появляться, которая не знает, чем себя занять. И если раньше она считала, что игры это что-то вообще непонятное, то сейчас она уже пробует в этом участвовать. И игры тоже будут скорее трансформироваться в область такого, как это, крутого, не просто геймингового развлечения, да, а условно говоря, в разных мультиплеерных играх онлайновых можно там, не знаю, проводить концерты, можно организовывать там дискотеки. Это же не обязательно организовывать только в Zoom. Это можно все прекрасно организовывать там в любых Ясно. более-менее многопользовательских играх, которые тоже могут поддерживать и зачастую на порядок большее количество участников, нежели чем там любые сервисы по коммуникации. Плюс, ну, здесь весь вопрос, насколько игры все-таки тоже достаточно инертны с точки зрения разработки, насколько они сумеют начать создавать свои уникальные миры, которые смогут втянуть в себя данный тип развлечений. Ну и смотря сколько все продлится сейчас, текущий тренд, как бы, если это там, не знаю, быстро закончится, игры не успеют перестроиться. А если это продлится достаточно долго, то игры еще больше разовьются и попробуют забрать на себя аудиторию, мне кажется, не только в части там гейминга и тех, кто хочет какие-то приключения и там, не знаю, социальное взаимодействие, такое геймифицированное, но и достаточно простое, и станут вполне себе конкурентны каким-нибудь, не знаю, Burning Man и различным большим фестивалям, потому что в рамках какого-нибудь World of Warcraft ты вполне себе можешь неплохо устроить фестиваль, да, Это очень а круто. при определенных там инструментах, которые игры активно разрабатывают, ты сможешь устраивать и свои кемпы, и самореализовываться, и создавать огромное количество творческих штук, которые ты в любой другой индустрии не сможешь сделать. Это очень крутая идея. А навскидку есть, вот получается, там а, игровая международная аудитория, и есть люди, которые раньше смотрели фильмы, ходили в кино, концерты, на спортивные матчи, то есть которые еще с играми, как с формой лайфстайла, не сталкивались. Какие сейчас способы, может быть, классически усиливать, или какие альтернативные способы ты видишь привлечения этого трафика, если есть вот сходу идеи? Как вот эту Не, ну, аудиторию, которая не играла в игры, сейчас быстро поймать? ну слушай, ну все ловят разные, каждый придумывает, каждый продукт придумывает свои уникальные там инструменты. Тебе сказать какой-то универсального нет, да, все покупают трафик, используя, там, не знаю, Facebook, Unity, Google, там, не знаю, Sony и Microsoft тоже можно покупать прямо на платформах. Ничего лучше фичера пока никто не придумал с какой-то точки зрения. С другой стороны, у тебя есть огромное количество, в том числе блогеров, инструментов взаимодействия с аудиторией, и все, что тебе нужно активно развивать, это заставлять аудиторию пробовать. Соответственно, любые инструменты, которые тебе позволяют, так мы говорим про новую аудиторию, заставить человека попробовать игру, это будет круто. То есть, условно говоря, то, о чем я говорил, если организовать какой-нибудь концерт внутри любой игры, известного, возможно, там, не знаю, исполнителя, это может оказаться очень крутым трендом, который люди никогда не пробовали. Да? То есть, условно говоря, если сделать прямую трансляцию там, не знаю, балета из Большого театра в World of Warcraft с оформлением каким-нибудь условно из World of Warcraft, то, возможно, можно получить аудиторию совершенно другую, которая никогда раньше вообще не слышала, что такое World of Warcraft. И, условно говоря, подобные коллаборации могут быть сколько угодно. Да? Сейчас там люди смотрят белорусский футбол, потому что больше футбола никакого нет. И, в принципе, они, в принципе, не знали о существовании белорусского футбола тоже никогда. Но теперь это, в принципе, супер трендовая история. А дальше ты берешь любые вещи, насколько ты можешь, там, не знаю, креативно интегрировать то, что раньше считалось несовместимым, и попробовать, почему нет. Насколько это может быть рабочая идея интеграции? У меня был просто кейс, я практически его сделал, я интегрировал крупную российского ритейла бытовой электроники, где я в свое время работал, с одной из компаний, которая делает танки. Не они, другая. И не буду говорить, какая. Почти, то есть там почти на фазу подписания договора вышел, но там одна из сторон почему-то решила откатить этот вопрос. Вот сейчас, насколько ты видишь, сейчас вот есть, например, DNS, NVIDIA, Eldorado, есть ли смысл там крупным разработчикам, может, что в России пытаться с ними установить коллаборацию, или, Зачем? ну вот, я не знаю, там... Давай так, игровые компании зарабатывают деньги, а всех, кого ты перечислил, в данный момент испытывают проблемы. Ну вот у них То боль есть, есть, они как это? максимально... Наверное, для них имеет смысл выстраивать взаимодействие с игровыми компаниями.
Ну да, да, кстати. Да. То есть приходить, в том числе и к вашей платформе, и, слушайте, это идея. То есть чтобы дополнительно получать трафик, там, в Ну, какой-нибудь, давай так. да, Здесь не всегда этот трафик может помочь. Это вещь такая. Ты сейчас уходишь от игровой индустрии в другую. Знаешь, как это? Я как человек, который знает все про игры, начиная, там, не знаю, от настольных игр. Вот у тебя, условно говоря, то, что называешь сети, типа DNS NVIDIA, у них проблема в том, что у них очень низкая частота возврата. мгм, И для подобных историй важно выстраивать любую рекламную кампанию, которая позволяет им возвращать все пользователя каким-то образом, с высокой, ну, вероятно. большей частотностью, чем у них есть в данный момент. Игры бесспорно продукты, у которых частотность там правильная, ежедневно, да, там неважно, ретеншн все меряют по дням, Мгм. и сервисы все меряют по дням. Но это вещь, как там, не знаю, Сложно измерить. земля и небо, как бы. Они вообще из разных вселенных. Насколько ты можешь это сделать, чтобы была какая-то польза одних от других? Ну, потенциально, наверное, для любых, Они короче, не нас знаю, могут давай смотреть, так. кстати. Да, но они нас могут смотреть, потому что они находятся в точке максимальной боли, и любые источники трафика или продажи сейчас в интернет-магазинах пошли, возможно, это будет. Слушай, а ты... Не, ну у тебя боль это все, что касается кроме еды и развлечений, у тебя весь бизнес испытывает боль, даже еда испытывает. Да, Соответственно, любые коллаборации, которые могут как-то улучшать эту историю с играми, наверное, возможно. Насколько они работают? это сложно. Ну, я не могу сказать, что они когда-то, там, не знаю. То есть, условно говоря, размещать рекламу в играх для любого якома – это хорошая история, особенно на мобайле. Да, там не такие плохие конверсии, можно выстраивать взаимодействие, все очень просто. В принципе, то же самое есть взаимодействие с PC-платформами и с консольными играми. Но в современном мире, вот исходя из текущей ситуации, не факт, что это поможет. Здесь же вопрос, ну, короче, явно не, вопрос не ко мне, вопрос скорее к ним. Хорошо, покрутили тему. Мне, по крайней мере, я понимаю, что туда не стоит точно. А может быть и стоит, но потом. А про настольные игры, как ты считаешь? Что вот упомянул, что ты настольные игры знаешь. Как сейчас они себя чувствуют? Их можно как-то коллаборировать с мобильными играми? Или это все равно отдельный мир? То есть тут, Не, ну там есть свои коллаборации, они присутствуют, потому что многие игры используют франшизы настольных игр, ну, то есть и в обратную сторону, это давно существующие, там, не знаю, миры, нормально друг друга поддерживающие. Я бы сказал, что они обычно, настольные игры, тоже растут во время кризиса и тоже растут сильно, ну, если брать, по примеру, так, мира хобби. мгм. А с точки зрения текущего кризиса, ну, они испытывают такую же проблему, как любой физический товар, потому что, скажем так, с точки зрения роста интереса к ним, как и к любым играм, он огромный и как это, может бустануть рынок еще больше. Но в отличие от... Сейчас, да. у них есть такая же проблема, как и у консольных игр. Вот один в один. У настольных и у консольных игр сейчас проблема в том, что эти рынки, которые сильно связаны с офлайновыми продажами, в которых очень важна составляющая, в том числе продажи коробок в офлайн. Не просто через интернет заказать себе, а возможность прийти, пощупать, посмотреть, чтобы тебе еще и рассказали. Это то, почему, например, переносится часть там, консольных релизов в том числе. Мгм. Потому что в момент, когда закрыты магазины, на консолях по-прежнему больше половины игр, если не брать там фри-то-плей, продаж премиальных игр приходится на офлайн. И в этом месте происходит проблема, в том числе и для данных рынков. Да, они развиваются. С точки зрения спроса на них в диджитале, неважно, в Якоме, в настолках или в консолях, там рост многократный. Проблема в том, что этот рост не может пока компенсировать то, что закрыты все офлайновые магазины. Мгм. Но с точки зрения того, что у этих индустрий нету каких-то, Потолков. ну да, они будут расти, да, будут расти. То, что они сталкиваются с тем, что сталкивается любой офлайновый бизнес, это в том, что у них и жестко ограничивалась возможность продажи. Причем не ограничилась в этих рынках, она ограничение происходит не только в том, что там закрылись фирменные магазины. Проблема в том, что закрыт вообще весь офлайн. И, условно говоря, даже каналы дистрибуции, которые были, например, там, не знаю, в любых просто интертеймент-площадках, они тоже закрыты. Мгм. И вот в этом месте тоже индустрия пытается видоизменяться для того, чтобы начинать продавать больше. Возможно, для тех же консольных игр произойдет все-таки слом. Хотя мне кажется, что вряд ли, потому что в консольных играх там одна из основных причин происхождения офлайна это в том, что ты купил игру и можешь ее потом продать. И на самом деле в России это не очень развито, а в Америке и в Европе у тебя огромный рынок вторичных продаж консольных дисков, поэтому огромное количество людей продолжает покупать именно диски, а не диджитал.
Потому что ты купил диск, ты его спокойно выложил там на местный аналог Авито или Юлы, и у тебя его купили, ты там неделю в него поиграл, купил за $60, ты его за $30 через неделю продал, и все, как бы. Тебе не нужно хранить эту коробку. Это Круто. то, почему консольный офлайн в консолях по-прежнему супер развит. Есть огромное количество людей, которые не покупают новые игры, они предпочитают покупать, там, не знаю, вторичные. Они не играют особо в онлайне, это огромный пласт людей, и это часть экосистемы консольного рынка. Точка роста. Поэтому отсутствие полностью... Ну, то есть, они все равно все продают через Amazon, то в онлайне все растет. Круто, просто это не может так быстро компенсировать привычку людей ходить в магазин. Мгм. Окей, круто. Вот, ну, такой интересный пивот сделали и про настолки, и про консоли. Если подводить итог по фонду МРГВ, как бы ты выделил ключевые особенности, что вас отличает, в чем преимущество того, что мне как разработчику потенциальному с идеей или уже с проектом нужно прийти к вам? То есть первое, то, Ну, давай так. что Отличает, наверное, то, что с нами можно заработать денег. И это, наверное, будет первое. В отличие, знаешь, как это, вот вчера там каршеринговая компания объявила о том, что она тоже хочет в игровую индустрию. читал. Звучит интересно. В принципе, просто они туда хотят, это было известно еще с осени. Весь вопрос, что люди, которые, знаешь, как это, занимаются заводами, пароходами, газетами, там, не знаю, тяжелым бизнесом на земле, и тут, значит, как это, в светлую такую, как это, ламповую, игровую индустрию, ну, просто люди из разных миров, да. С этой точки зрения, основной момент, мне кажется, в том, что когда люди приходят к профессиональным участникам рынка, весь вопрос, что они могут получить от них помимо денег. Да, денег на рынке в играх их много, ну прям вот реально. Они есть у платформ, они есть у издателей, они есть у профильных инвесторов, таких как мы, и мы же не единственный фонд в мире, да, их достаточно много. Смысл заключается в том, в какую структуру сделки ты попадаешь. В большинстве случаев, если я возьму крупных стратегов в мире, они все привыкли покупать компании, покупать 100%, мержить компанию внутрь, выплачивать какие-то earn-out от показателей, если бизнес растет, и поглощать структуру внутрь. Наше отличие, которое мы себе выбрали, мы не хотим никого поглощать, мы не делаем мерч, мы делаем acquisition. Да, поэтому мы стремимся не покупать 100%. С нами плохо, когда ты хочешь продать 100% бизнеса и выйти, там, не знаю, на пенсию или пойти делать серийным предпринимательством заниматься. Мгм. С нами удобно, если ты хочешь заниматься играми, там, не знаю, всю жизнь, ну или длительный промежуток своей жизни, заработать много денег и создавать продукты. Соответственно, потому что у нас структура сделок другая. Мы тоже платим определенные выплаты кэш-аутом в момент достижения определенных результатов, поэтому с нами можно заработать денег, как и в моменте, но с нами можно зарабатывать деньги долгосрочно. Потому что в отличие от многих стратегов, мы готовы платить дивиденды, которые зарабатываются владельцы бизнесов, и мы как бы ориентированы на зарабатывание денег в этой части совместно с партнером. Это ключевая, наверное, разница с другими стратегами многими. Ну и поэтому, с другой стороны, мы не стремимся покупать 100%, и это для кого-то может показаться минус. Потому что так типа продали, вышли и как бы там, не знаю, что-то новое делаешь. Там, не знаю, 2 года посидел на пенсии, кончились нон-компиты и побежал делать снова. Я просто в играх считаю, что если я заплатил деньги, то я плачу, по сути, за опыт, ум, экспертизу партнера, а если он ушел из бизнеса, то я, по сути, купил воздух. Не хочу. Вот. В играх есть проблемы, да, я как человек тоже из игр и, там, и создавал компании, и как-то работал в фонде, и MyGames и прочее. Ты каждый раз понимаешь, что, в принципе, компанию без тебя купить не могут. Ну, потому что если ты ушел, и другая компания, тебе платят, твой multiple зависит сильно от тех фаундеров и людей, которые есть в бизнесе. Он такой очень сильно зависимый от людей. Но надо это просто признавать и с этим уметь работать. Понимая именно эту штуку, мы предлагаем условия, при которых мы помогаем построить бизнес. Вот если прочитать отчет наш, который вот вышел сегодня, то там есть рассказ про одну из сделок, которую мы там недавно закончили. И видно, насколько мы готовы много денег, например, вкладывать в тот же маркетинг партнерских студий, помогая им, по сути, вырасти на наши же деньги, добиться большого результата и после этого быть еще и нами куплены. Вот такую историю, в принципе, найти почти нигде невозможно. Там, где мы не просто предоставляем деньги и возможность там замерджиться, там, не знаю, в суперкоманду какого-нибудь, не знаю, Riot, Wargaming или прочего, мы как раз не мерджим. Мы говорим, давайте мы вам сохраним всю вашу идентику, вы сами станете будущим Райтом. Да, вы получили себе партнера на борт, возможно, с большой долей, но этот партнер не придет к вам завтра отбирать, там, не знаю, квартиру, машину и еще чем-то заниматься, а будет с вами разговаривать на одном языке, готов будет вложиться в ваше обучение, готов вам будет помочь структурировать бизнес правильно, там, не знаю, заплатить налоги, помочь, там, не знаю,
посоветовать что-то, как вот, не знаю, утилизировать свои уже заработанные деньги во что-то полезное или проинвестировать вместе с нами дальше в какие-то следующие игровые проекты. То есть для нас важная история в том, что мы не обычный фонд и не необычный стратег, который в случае одного хочет проинвестировать и быстро продать стратегу, а в Мгм. случае другого купить полностью и дальше править балом, как нам нравится. Мы здесь больше исходим из того, чтобы, работая с нами, вы зарабатывали деньги, а мы вам давали возможность их заработать. И поэтому мы себя рассматриваем как тот фонд и ту инфраструктуру, ту экосистему, куда люди могут прийти за возможностью стать следующим Пиксоником, Playrix или Blizzard. Вот если вам нужны возможности стать большими и заработать вместе с нами, то вы должны приходить к нам, потому что лучших условий именно в этой парадигме на рынке нет. И это мы уже проходили с некоторыми, когда, знаешь, самый лучший способ выбрать нас, мы всегда говорим, возьмите Excel, возьмите таймлайн и можете посчитать, сколько вы заработаете с нами при абсолютно равных условиях и с кем угодно другим. Если вы готовы к долгосрочному сотрудничеству. Если вам нужны деньги здесь и сейчас, мы не самый лучший инвестор. Да, мы тоже иногда участвуем в сделках, когда мы готовы купить компанию здесь и сейчас. Мгм. И это, наверное, пример Пиксоник. И ее вырастить после этого вместе с командой сильно достаточно. Но это всегда вопрос уже исключительно экономического арбитража. Ну, потому что, ну, и многих-многих факторов. Но если вы хотите с нами вырастить свой бизнес, ну, наверное, мы выгоднее. Потому что мы даем возможность, мы, в отличие от многих фондов или стратегов, мы, например, все деньги на маркетинг, мы не размываем фаундеров. Они все предоставляются в виде наиболее дешевого способа финансирования для фаундера с точки зрения его доли. Мы в основном инвестируем только в саму разработку продуктов. Соответственно, в этом случае, беря деньги от нас, если взять общую сумму нашей поддержки, то с точки зрения размытия фаундеров, которые вот на каждом раунде будут участвовать, мы даем самые дешевые деньги для фаундеров. Потому что мы миксуем разные механизмы финансирования. И так как мы их миксуем, мы еще и пытаемся сейчас создавать инструменты, которые, например, даже если раньше мы придерживались исключительно политики, если мы уже проинвестировали в одну, хотя бы в одну акцию, тогда мы даем доступ к нашей экосистеме за очень дешево. То сейчас, бесспорно, уже с какой-то комиссией более высокой мы будем готовы с точки зрения вот EPC и консолей. Мы сейчас объявим специальную программу именно поддержки разработчиков в ближайшее, ну, до конца весны. И в мобайле мы уже взаимодействуем с нашими партнерами, которые предоставляют различные именно финансовые сервисы, по сути, близкие к мезонинному кредитованию, долгосрочному, которые позволяют бизнесам развиваться. Поэтому мы, наверное, отличаемся от остальных тем, что мы именно такие торговцы возможностями. И дальше все очень сильно зависит от фаундера, воспользуются он ими или нет. Один нюанс. Работать надо очень много. То есть ваш путь — это реально вкалывать. Потому что я сам Ну, да. сталкивался с партнерами, которые готовы вложить там определенное количество денег и хотят уже выяснять. Вот я буквально там тоже у меня несколько сделок было на микро моем уровне закрыто, как говорил Олег Тиньков, уровне МОХ. То есть Аэрофлот, Сбербанк большие деревья, там S7, Тиньков кусты, а я вот себя пока еще к совсем приземленным вещам. Но даже там я вижу, что человек готов отдать какую-то сумму и потом ждать, когда эта сумма вернется там в 3-5-кратном размере. При этом, как бы я говорю, давай вот на планерке созвонимся, давай посмотрим здесь еще, здесь нужно твое мнение. Вот, я понимаю, о чем ты говоришь. То есть ваш выбор тех людей, которые готовы работать по 14 Не, ну часов. я же с этого начал, да, те, кто хотят создавать игры, да, ну то есть как бы при этом зарабатывая хорошие деньги. Но с нами хорошо именно те, кто хочет именно создавать продукт. Не просто продать что-то созданное, да, и сразу же куда-то, а именно дальше создавать с нами продукт. Причем мы готовы помочь создавать, ну то есть мы не можем сказать, что мы сами еще не Activision Blizzard, ну да, мы мечтаем и сами стать Activision Blizzard, и, условно говоря, готовы помочь любой студии туда прийти. И для этого у нас есть достаточно ресурсы, которые это может обеспечить. Ну да, это работа и труд, который, к сожалению, значит, или к счастью, да, я отношусь и считаю, что когда ты занят любимым делом, то вроде это и есть основное счастье, которое у тебя может быть. Да, в принципе, другого уже быть не может. Если у тебя любимое дело, при этом ты еще зарабатываешь деньги, у тебя всегда есть отличные там люди, с которыми ты можешь общаться, и вы всегда все на одной волне, ну что еще может быть лучше как бы, для здорового, развивающегося человека? Мне кажется, в принципе, очень сложно найти лучший вариант. Это Да. если просто даже говорить про общую атмосферу.
Да, игры, игровой рынок, я тоже всем и коллегам из других индустрий говорю, это единственная сфера, где и возможен социальный лифт, причем без родословной какой-то, как нефтянки. Пришел и начинаешь 14 часов, 6 дней в неделю, а то и 7, 3-5 лет, и социальный лифт обеспечен. Ну, я чуть-чуть упростил. Во-первых, не обязательно 14 часов в неделю. Кранчи, конечно, здесь любят, но они не настолько часто. Все-таки это и инструменты как-то, и командообразования, и достижения результата. Но, знаешь, как это? Давай так. Я лично не люблю рассуждать про, там, не знаю, все должны работать 24/7. Ну, давай так. Топ-менеджеры, владельцы компаний должны. У них вариантов нет. Это так. Потому что они должны, то есть их мыслительный процесс уже так устроен, что у них есть проблема. Там, не знаю, владельцы бизнеса, как зарплату людям заплатить. Поэтому, в принципе, мозг у него не перестает работать, потому что, как это, ну, физически-то это его проблема, да, а не тем, кому он зарплату платит. Да. А, соответственно, с точки зрения сотрудников, но и даже, не знаю, всех, кто занят в бизнесе, ну, это уже все равно вопрос правильного баланса. Поэтому, если спросишь меня про это, я, например, не люблю, когда все расписывают, надо вкалывать сутками. Во-первых, я не верю, потому что ты под вечер уже, в принципе, ни хера не соображаешь. Если ты начал, там, не знаю, в 9 утра, то в 8 вечера, и если ты реально весь день что-то делал адекватное, да, ты уже не будешь в понимании понимать вообще, что происходит. Ну, либо, я не знаю, покажите мне такого гуру, там, не знаю. Особенно, если у тебя было 2 недели перед этим кранча, то моя практика кранчей жестких показывает, что, во-первых, больше 3 недель они не живут, там выгорают все. И потом уже эффект отрицательный очень сильный. А более-менее еще адекватный баланс – это когда 2 недели кранча, и он идет с какой-то очередностью. Да, 2 недели они могут, наоборот, даже эффективно сработать, сплотить команду, там, не знаю. Ты едешь за пиццей в 3 часа ночи, я когда Хаму разрабатывал, там, не знаю, Мгм. на позиции, ты когда проект менеджер, а что ты можешь делать? У тебя уже кранч, и релиз, они все работают, от тебя… Все, что ты можешь делать, пиццу привозить, как бы, да, и там, не знаю, по домам людей развозить. Но это эффект, который, как бы, он типа клевый. Но я тебе уверяю, больше 2 недель, и уже там вымрут все. Но я когда-то придерживался, что история кранчи, она 2-3 недели – это максимум. Дальше ты должен дать передышку, причем в зависимости от длины, эта передышка могут достигать месяца и двух, что люди сгорают. И я бы не перебарщивал вот в этой истории. Потому что все равно, чтобы сделать качественный продукт, тебе должен быть баланс. Если у тебя баланс игры – это еще история, в которой ты должен играть в игры. Да, Давай, знаешь, в играх давай теперь отнесем. Играть в игру – это работа или развлечение? Вот с моей точки зрения, если ты играешь в игры и в индустрии, это должно быть все-таки развлечением, а не только работа. Потому что если игра для тебя начинает превращаться только в работу, ты перестаешь понимать фан, который ты должен сделать для людей. Это, вот, знаешь, как это такая рабочая болезнь QA, там, тестировщиков, которые реально от некоторых игр начинают с ума сходить. Но это у них та профессия такая. Но дальше весь вопрос, как бы, нравится им это или нет. Mythic Quest отлично показывает. Мне кажется, про игровую индустрию лучше всего. Знаешь, как «Силиконовая долина», теперь про игровую индустрию есть тоже свой сериал. Мне понравился. супер. Ну, начну смотреть тоже. Спасибо, Илья. Очень круто, очень много конкретики. Я сам для себя очень много моментов отметил. Тоже зафиксировал идеи преимущества вашего фонда. Мне эта философия лично очень близка, потому что я работаю 14 часов. Но у меня единственный есть лайфхак. Я с 2 до 5 медитирую или отдыхаю. То есть с 7 до 2, с 2 до 5 отдых, и где-то с 5 там, до бесконечности. Ну, действительно, да, там ты прав, что периодически нужно делать эти недельные отсыпаться. То есть идея фонда очень близка.